Лучано Паваротти – всемирно известный итальянский оперный тенор, чье жизнелюбие и колоритная фигура навсегда остались в памяти поклонников. Его визитной карточкой была ария «Несsun Dorma» из оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Он не любил минора ни в жизни, ни на сцене. Своим пением пробуждал в людях подлинные чувства, приобщал к культурному наследию, учил любви. С момента основания премии Грэмми он был награжден ею 15 раз, а в 1998 году получил премию «Легенда Грэмми». Великого тенора не стало в 2007 году. Он скончался от рака поджелудочной железы. Детство, юность, семья. Лучано родился осенью 1935 года и стал шестым ребенком в семье Фернандо Паваротти и Адель Вентури из итальянской Модены. Долгожданного мальчика с пеленок баловали все, начиная с родителей и сестер и заканчивая многочисленными родственниками. Отец Лучано трудился пекарем, мама работала на фабрике по производству сигарет. Когда в 1943 году к власти пришли фашисты, семья переехала за город, где стала заниматься фермерским хозяйством. В одном из своих интервью певец вспоминал, как непросто было уезжать из любимого города Модены, который одним географическим положением делал людей талантливыми и жизнелюбивыми с рождения. Тот город погружен в туманы, от которых голос становится мягким. А вот Ламбруско помогает быть неизменно веселым. У меня часто спрашивают, почему я пою. Потому что не могу иначе. Мой отец тоже пел. У него был волшебный голос, раз в 100 лучше моего. Но перед карьерой певца он испытывал страх. То же самое я могу сказать о моем парикмахере, о соседском пекаре. У них тоже были прекрасные голоса. Но если у тебя нет железных нервов, певцом никогда не станешь. По воспоминаниям тенора, ему было 4 года, когда он влез на стол и закричал «Мой папа – тенор, а я тенорина, там-та-там». И запел «Ладоне и мобайл», «Сердце красавицы склонно к измене», «Прим», «Аз найвс», «Ру». Жизнь в окружении женщин, сестер, мамы, бабушек, теть, по мнению Лучано, сделала его голос лиричным и мягким. Увидев, что сын охотно поет и занимается музыкой, отец стал брать его с собой в церковный хор, где пел сам и приучил к духовным песнопениям мальчика. Дома же Лучано слушал патефонные записи Энрико Карузо и Тито Скипа, которых любил отец. Услышав однажды, как поет юный Паваротти, профессор Донди вызвался давать ему уроки. Но заплатив за несколько занятий, Лучано перестал к нему ходить, денег не было. Второй страстью мальчика был футбол, и он даже размышлял, что мог бы стать вратарем. Но заботливая мама упросила сына не травмироваться, а лучше стать учителем. Паваротти получил педагогическое образование, стал работать в школе, но мечты о большой сцене его не покидали. Творческий путь. Тенор Арриго Поло, живший в Модене и знавший о бедности одаренного юноши, был согласен давать Лучано бесплатные уроки вокала, чем тот с благодарностью воспользовался. Имея от природы абсолютный слух, Лучано схватывал знания на лету. Вскоре Поло уехал в Японию, а он стал заниматься у Этари Кампогалиани. Объявив родителям, что хочет стать певцом, юноша оставил школу. У учителя было условие: если Лучано до 30 лет ничего не достигнет на музыкальном поприще, он перестанет ему помогать. Паваротти согласился. Первое время он давал бесплатные концерты в соседних городках, что не приносило ему ни денег, ни особой славы. Он было совсем отчаялся в избранном пути, когда потерял голос из-за утолщения связок после перенесенного ларингита. Но спустя год голос восстановился, получив ту неповторимую окраску, которая помогла Лучано достичь вершины оперного мастерства. Успех пришел к Паваротти в 1961 году на международном конкурсе вокалистов. Он стал безусловным его победителем. Тогда же состоялся его дебют на сцене театра Реджио Эмилия. Лучано появился на сцене в образе Рудольфа в опере Джакомо Пуччини «Богема». Вместе с ним в спектакле участвовал сын писателя Владимира Набокова Дмитрий, который исполнял партию Колина. В 1963 году Паваротти уже выступал в Ковент-Гардене Лондона и в знаменитой Венской опере с той же партией. С тех пор карьера итальянского тенора пошла в гору. Вместе с прославленной оперной дивой Джоан Элстон Сазерленд он выступал на сцене оперного театра в американском Майами. А после исполнения партии Тонио в опере Гаэтано Доницетти «Дочь полка» в Лондонском Королевском театре его стали приглашать лучшие мировые сцены. В 1966 году он дебютировал в «Ла Скала», где сумел на полном звучании голоса спеть к ряду 9 высоких нот «да», после чего Паваротти стали называть королем верхнего «да».
Его импресарио Герберт Бреслин организовывал выступления в самых известных театрах. Лучано гастролировал и с концертами, исполняя арии, канцоны и итальянские народные песни. Лучшими партиями Паваротти по праву считались герцог Мантуанский в «Риголетто Манрико» в «Трубадуре», Радамес в «Аиде» Джузеппе Верди. В 1974 году знаменитый тенор побывал с гастролями Ла Скала в Москве, сделал записи памяти Карузо «О Соул Мио». С легкой руки Лучано молодые исполнители получили возможность заявить о себе на международном конкурсе The Pavarotti International Voice Competition. Победители отправились в турне вместе с итальянским тенором, выступали в Генуе, Пекине, Филадельфии. Очередной виток мирового признания пришел к певцу вместе с совместным исполнением с Хосе Каррерасом и Пласидо Доминго арии «Несун Дорма» из оперы Джакомо Пуччини «Турандот» в финале ЧМ по футболу. В Италии 3 тенора, как их впоследствии стали называть, спели арию в Риме в древних банях Каракалы. Запись выступления была растиражирована и раскуплена в таком количестве, что данный факт был зафиксирован в книге рекордов Гиннесса. Стали говорить о том, что Паваротти вынес оперу на улицу. Нашлись критики, укорявшие звезду в неразборчивости, а он тем временем собирал многотысячные аудитории в Гайд-парке Лондона и Центральном парке Нью-Йорка. Дал открытый концерт в Париже на Марсовом поле. Концерты Паваротти Доминго Каррераса стали традиционными для ЧМ по футболу. В программе Паваротти и друзья, созданной Лучано, выступали самые известные эстрадные исполнители, в числе которых Стинг, Селин Дион, Элтон Джон. Личная жизнь Лучано Паваротти. Первой женой знаменитого тенора стала начинающая певица Адуа Верони, с которой он познакомился, обучаясь пению у Арриго Полы. Девушка также брала уроки вокала, и Лучано со свойственной ему страстью стал ухаживать за ней. Пожениться они смогли только в 1961 году, когда Паваротти добился первых успехов. Через год у пары родилась дочь Лоренцо. В 1964 году еще одна девочка Кристина, а в 1967 году завершила детское трио малышка Джулиана. Лучано не был верным мужем, да и при его популярности это было довольно трудно. Итальянский темперамент требовал выхода не только на сцене. Паваротти, как воздух, было необходимо обожание, особенно прекрасной половины публики. Прожив с Адуа 40 лет, Лучано влюбился словно в первый раз в молодую женщину Николету Монтавани. На тот момент ему было уже 60, а его избраннице исполнилось 24. Любовь была настолько сильной, что певец решился на развод. По признанию артиста, это был очень тяжелый для всех период, но как только их с Адуа официально развели, он сделал предложение возлюбленной и принялся за постройку особняка для своей новой семьи. В 2003 году у пары родились двойняшки, мальчик Рикардо и девочка Алича. Сын умер через несколько дней. Паваротти остался без наследника и посвятил остаток жизни жене и дочке. Смерть и память. Великий тенор вышел на сцену в последний раз в 2004 году. Он уже знал свой диагноз – рак поджелудочной железы. В Нью-Йоркской Метрополитен-опера Лучано официально объявил о своем уходе, после чего предстал перед зрителями как Марио в опере Джакомо Пуччини «Тоска». В конце представления зрители аплодировали стоя более 10 минут, прощаясь со своим кумиром. В последнем интервью Паваротти признался: «Я был везучим до 65 лет, потом пришло это несчастье. И теперь я расплачиваюсь за это везение и счастье. Но я нахожу подпитку в моем детстве, которое было бедным и счастливым, и я прекрасно осознаю все происходящее. Болезни меня никогда не тревожили. Опухоль, ты ее чувствуешь где-то внутри, она тебя перерабатывает. Теперь я хорошо сплю. И я оптимист, и буду им оставаться до самой смерти». В 2005 году был выпущен альбом с лучшими номерами Паваротти, а в 2006 году на зимней Олимпиаде в Турине, как обычно, спели 3 тенора. В последний раз. После этого певец лег на операцию, которая немного улучшила его состояние. Но ослабленный организм не справился с пневмонией. Лучано снова попал в больницу. 6 сентября 2007 года в родном городе Модене Паваротти скончался. Гроб с телом 3 дня стоял в соборе, чтобы все могли проститься с легендой оперной сцены. Его похоронили в семейном склепе кладбища Монтале-Рангони, рядом с родителями и сыном. В память великого певца ежегодно проходят концерты звезд оперы и эстрады.
В Модене, при входе в муниципальный театр, установлена бронзовая статуя знаменитому земляку. О Лучано создано несколько документальных фильмов. Одним из последних стал двухчасовой биопик Рона Ховарда «Паваротти», снятый к 85-летию оперного артиста.